После первого выезда восхода с ним, конечно же, все не могло быть так гладко. И сейчас у него есть основная проблема, которую я хочу решить. Когда он прогревается, он начинает очень плохо ехать. Так пых-пых-пых-пых. Я не знаю, что случилось. О, заглох. Даешь газа, он не реагирует и едет рывками. Мне кажется, это связано с тем, что у него подсос воздуха дикий, потому что если мы посмотрим на головку цилиндра, оттуда сочится масло. И карбюратор я устанавливал без каких-либо прокладок. И поэтому сейчас будем все это пробовать устранять и смотреть, поможет ли нам решить эту проблему. Вот его головка, и вот тут прям вот под ней прям вообще куча масла. И вот такая там медная прокладка стоит. Сейчас будем ее менять. Так, ну что, снимаем. Момент истины. Опачки. И вот наш цилиндрик. Ой, вот в таком состоянии голова нашего цилиндра. И, собственно, мы можем видеть, как и по самой голове, как и по самому блоку двигателя. Все у нас тут в масле. Ну, кстати, цилиндр. Так, и вот наша прокладка медная. Вот такая прокладка. А она не медная, да. Она какая-то вот, она вообще паранитовая. Вот всю ее разорвал. Да ну нахрен, охренеть прикол, да? Почему же мотик не едет? Наверное, он из-под нее вообще страшно воздух сосал, просто ужас, прикиньте. Итак, вот так вот выглядит моя прокладка медная, ее так порвать не получится. Короче, у меня на восходе стояла ручка от моего мопеда Альфа. И, конечно же, там выглядит убого, трос газа от Альфы короткий для восхода. И когда ты поворачиваешь руль налево, восход вот так вот делает. Поэтому я хочу заменить эту долбаную ручку от Альфы. И там с ней происходил лютый жапец. Итак, в первой серии вы могли наблюдать, как я мучился, устанавливая трос от восхода тоненький на новую широкую ручку. И оно все вот так вот выпадало, но сейчас оно держится, потому что батя немножечко здесь припаялся припоем, ну, оловом. Поэтому наша задача дотюнить его технологии и кайфануть. Так, и поехали вот эту штуку всю вот так вот колбасить. Короче, сейчас я ее зашкурил для того, чтобы на ней появились мелкие такие царапинки, чтобы припой более четко лег. 500 градусов. Сейчас будем колбасить. Во! Кстати, уже прям держится бетонно вообще. И вот с этой ручкой у меня возник косяк. Я психанул, у меня этот припой, он не прилеплялся нифига, отваливался постоянно. И в ручку вот ты припаял, поставил, а этот трос дурацкий, он у тебя из этой ручки от восхода все равно вот так вот выскальзывает. Поэтому я пошел на решительные меры. Я взял от переднего тормоза такую бабышку, которая так вот крутится, обжал ее пассатижами, что есть мочи, и залил нахрен припоем все. И все стало фундаментально, но появился еще один косяк. Короче, я туда просто налепил эту штуку и туда просто налил припоя вот так вот. И понял, что сделал косяк. Вот такой вот. Она слишком большая, и в ручке от восхода она не помещается. Поэтому будем очень интересным методом решать эту проблему. Вот это ливень! Просто офигеть! Только эту тему запилили и все! Залило нахрен вообще просто жесть! Тут уже воды в теплице просто капец! Итак, вчера мы остановились с вами на том, что ураганом восход снесло и залило все. И, в общем-то, теперь мы сейчас будем все это дособирать уже в новом дне. Поехали. И вот это вот наш запил. Вот тут можно вот увидеть внутренний круг — это пайка, а вот это внешний — это вот новая штука, которую я сверху залепил и припаял. Ну, короче, технологично. Так. Оп. Можно еще здесь замотать. Жуля смешная. На восходик запрыгнула. Вообще даешь. Кошка. Нормально тебе?
Так, ну что же, ручку я установил. Стоит она крепко. Вот ее теперь вот так вот не попроворачивать. Можем идти дальше. Это новые прокладки на карбюратор. Почему, в общем-то, подсасывал воздух? Потому что вот эта вот штука, это специальная проставка между карбюратором и двигателем, чтобы у нас все меньше грелось. И здесь должна быть раз прокладка, ну, на цилиндр, и два прокладка на карб. А у нас, внимание, ни на карбе нету, только вот это колечко нам чуть-чуть помогает. И на цилиндре тоже нету никакой прокладки, поэтому сейчас мы будем их ставить. Так, сейчас остатки старой прокладки я аккуратно хочу удалить ножичком. Она здесь даже есть, я думал, здесь ничего нету или просто остатки прокладки. А она, вот она, оказывается, живехонькая. Ну, как живехонькая, относительно. Слезать, ой, лезет вот так вот. Он же на тросике сидит. Так, вторая прокладка. Да что-то они вообще не по размеру, ну да ладно. И вот так вот это должно было выглядеть, наверное, изначально. Блин, такую сейчас историю вспомнил. Короче, поехали мы с Алисой на восходе в магазин за этим, как его, за сухариками. Хотели фильм посмотреть. Короче, на восходе подваливаем к магазину. И там чувак такой: это чё, восход оригинальный? Я говорю: да, первый. Он такой: ни хрена себе, у меня такой был в детстве, это вообще техника. И такой говорит: готов купить прямо сейчас, за 15 тысяч отдашь? Я говорю: не отдам, я пока сам еще не наездился. А я вложил в него 15 тысяч как раз, по-моему, на тот момент, а сейчас уже получается с этими прокладками даже больше 15 получается. Короче, подваливает потом еще такой другой мужичок такой: о, восход, это техника. Показывает, вот сюда, говорит: знаете, это Заяц. Типа тогда восход был самым быстрым мотоциклом. И он тогда, по-моему, даже еще ежаков не было. Он был самым быстрым. И типа Заяц, он всех обогнал. Вот. И вот такую вот, короче, историю я узнал просто от людей. И вообще вот я на нем катался довольно продолжительное время по поселку. Смотрят вообще все. В основном мужики, вот 100%, вот кто взрослые, вот вообще смотрят просто все, как этот тарантас едет. Внимание привлекает народа просто вообще жуть. Ну и, короче, чувак потом вот мне стал давать советы, как правильно вот этот тросик поставить, чтобы он там, короче, не кринжовый был. И там ему другой дедок говорит: ты чё, если он на нем ездит, он точно знает, что тут надо делать, что ты рассказываешь. И потом... Самый прикол, что этот чувак предложил мне, говорит: ни хрена себе, ты рукастый, типа это, не нужна ли тебе работа автослесарем, у меня свой автосервис есть, не хочешь ли поработать? Вот, ну я пока думаю. Бензин начинает бодренько заполнять наш фильтр. И что, и пробуем заводить и смотреть, как это вообще у нас повлияло на работу. Станет ли он тише работать на холостых. И поедет ли он вообще, потому что последний раз, когда я его заводил, он вообще не хотел ехать даже на холодную, хотя раньше на холодную он ехал. О! Так, что-то происходит. Закрыл заслонку. Пробуем. Да что за хрень? Да погазовать не смог из-за этого говна тупого. О! Так. Начинает что-то очухиваться. Так, ну вот я пытаюсь газовать, а он вообще ни в какую. Заводится причем только с заслонки, гад. Ой, блин, тут эта хрень. Блин. Но он пытается. Хочешь мучиться круглый год, покупай себе восход.
Да, именно так. Давай, брат, давай, заводись. Ща, давай, сейчас еще раз я попробую его толкну, сейчас без заслоночки. Ой, ты толкаешь? Будем думать, блин, ну так вот на нем просто едешь, красота, так он легко катится сам по себе, вообще топчик. Блин, нахрен. Какого фига ты не заводишь, скотобазина? Я думал, сейчас радостный, просто буду чилить. А я устал, надо воды попить. Пойдем сходим, попьем водички. Так, я почистил свечку в бензине, почистил ее щеточкой, прокалил ее строительным феном. Поэтому успех неизбежен. Самый лучший по заводимости мотоцикл в мире. Сейчас смотри просто. Я хотел сказать, смотри, сейчас с полоборота заведу. С полоборота уроню. Так, спокуха работает профессионалы, все нормально. Хочешь злиться целый год? Хочешь кайфовать целый год, покупай себе Восход, все же знают. Все, спортрежим есть, поехали. Ну, это был получше, да, чем обычно. Да? Но он заглох, правда, но все равно. Маленькая победа. Пытается, стало чуть получше, да? Глохнет, да? Не, проблема никуда не делась вообще. И, значится, есть две теории. Первая — это хреновая искра. У этого мотоцикла нет даже никакого коммутатора, у него вообще нет. У него просто провода из генератора напрямую в катушку идут. Для меня загадка, как он работает вообще. И, значит, следующий момент такой, что надо уплотнить выхлопные трубы, потому что из них слишком много газов выходит. Проверим трубы и после этого будем пробовать заводить. Если нет, значит будем думать, что с искрой. Надо думать, не заводится. Восход никуда не едет. Эх, начиналось так все прикольно. Я на нем, я не знаю, наверное, раз 5-7 уже выезжал по опушечке, катался до магазина. Такая кайфовая техника, жаль, не едет. Да что? Он любит полежать на бочку. Он устал уже, видишь, второй раз хочет подремать. Это да. Подремать. Ну, дедушка, ему сколько? 53 года. Конечно, он устал. Молодой еще, 53 года-то. Ну, так это мотоцикл. На человечьему уже 150. Да, прям ностальгия такая. Вот, видишь, вот. Ага, видите? накладка медная. Такая вот здесь грязь. Офигеть, смотрите, дым с обратной стороны просто. Это конец, вообще тут дыма. Я вот таймер поставил, чтобы 5 минуток поколбасить все это дело нормально. Ну, выглядит жестко максимально. Сейчас охренеете, что было. Из той трубы, короче, огонь повалил. Короче, за 5 минут прогрева феном на вот такой температуре тут все начинает просто охреневать. Вся эта труба. Офигеть! Жесть! Ни хрена там слой, просто вы посмотрите на этот ужас. Охренеть, я это еще колбасил, офигеть, прикиньте, какой тут нарост был. Я просто в шоке, я-то его не видел своими глазами, оно вот так оказывается. Слушайте, рабочая теория, что Восход мог из-за труб не заводиться. Офигеть, а я тут уже просто час, наверное,
Разогреваю феном и очень устал. Офигеть, она горячая, да? Мы выжгли просто все, что можно и нельзя. Блин, цвет такой тюнингованный, как будто, знаете, что ли, вот как на спортивных тачках, блин. Так стильно выглядит, как будто у меня какие-то кастомные ски-глушители. Итак, в общем-то, мы сделали трубы на нем, обмотали, замотали, там подкинули, я все не сидел, блин, прожигал эти штуки вообще, короче. Итак, сейчас мы подкинем новую свечу, потому что старая очень сильно засралась, и момент истины, оживет ли наш восход. Офигеть, какой он чистенький, блин, прикольно. Вот так ты будешь всегда знать, что у тебя здесь нового появилось. Что-нибудь капает, что-нибудь еще. А когда у тебя тут полный поддон говна, то что-то там нового образовалось, ты никогда не знаешь, что старое, новое. Это один момент. Второй момент, у тебя там был бензин. И если он хлопнет, то как раз весь этот поддон-то и загорится. А хлопает он в карбюратор иногда бывает частенько. Это будет достойный косплей на жестокий ужас. Так, вот так выглядит свеча. Говна кусок. Вся чернющая, ты ее убил на заслон. Окей, ездил. Ну, походу, да, так и было. Ну, по-другому он не ехал просто. Смотри, на солнце. Видно? Видишь кусок, шарик? Ага. Вот он не давал тебе нормальную искру. Его надо было почистить. Так я его и чистил, и феном сегодня, и тудым, и сюдым. Ну откуда он взялся тогда? Вот он. Он не выдувается. Если бы это была пыль, то это не пыль, это нагар. А вот про такие тонкости я не знал реально. Вот это реально тонкости, я даже не видел. Да блин, какие тонкости, это база. Да какая база? Смотри, если ты в поле вот этот кусок майки берешь, вот так вот, Ага. на этой покажу. Вот так ты, ну, трусы, носки, поймал прохожего. Короче, запихиваешь ее. Короче, запихиваешь ее вот так вот, Ага. внутри ее и ложишь, чтобы стереть этот нагар какой-то. Вот, и зазор тут для восхода большевастый. Либо так, либо обычно делается вот так. И смола, видишь, сильно маленький, видишь? Ага. Совсем. Вот так берешь отверточку его и увеличиваешь. Блин, слушай, помнишь, Назар рассказывал, что он сначала ездил на жестоком ужасе в черном цвете, потом покрасил бабкиной половой с краской голубого яркого цвета, а потом покрасил черным. Ага. И чё? Но до этого, походу, он все-таки у него был красный, потом голубой, а потом он закрасил черным. Это он. Это жестокий ужас. Это самая легенда. Что, все? Ну все, пробуем стартовать. А, краник открываем еще. Ну, уже не та компрессия. Блин, а печально. Тут все прикручено. Ну, берешь ножку. Вот раньше я еле проэтовал. Она как-то есть. Ну не та, чтобы. Ой-ой-ой, ну что, толкали, потолкали, повосходили. Чем больше его делаешь, тем меньше он заводится. Ну-ка глянь, что она не сильно мокрая. Ну, бензином от нее нормально так пахнет. Думаешь, она мокрее должна быть? Ну да. А? Конечно, сколько мы его тарабанили, ни разу не завелся. Сбегаем. Вряд ли что-то получится. Раньше была компрессия, вот прям недавно я прям давил на эту ножку, думаю, нифига себе тут. А сейчас ее нету. Такое ощущение, что обвалились кольца. Кольца. Ну, либо у тебя деревянный поршень. Не, поршень точно не деревянный, я проверил.
Ну не мог же я накосячить, когда прокладку башки ставил? Дырку только сделал. Ну, дырку не делал. Что, погнали? Хрен с ним. Он должен на такой компрессии ездить. Ну, он прям активно не едет, никуда не хочет. Давай я вообще. бензин свечу. Все, наверное. Все, фигарю свечу. Да. Побежали. Стукача, а если он сейчас будет бу-бу-бу делать? С ножки такое дело заводить, такое себе. Не повторяйте, трюки выполнены профессионалами. Ух, он сейчас мне бабахнет в колено. Это искра по любасу. Ты чё? Чё, куда ты меня толкаешь-то? А, Может, ему надо просто отдохнуть? Нет, он должен заводиться как угодно. Пердеть, троить, там что, если не заводится, что-то прям... Что-то какая-то хрень. Восходу не всегда помогал вот это подлить под свечу. Причем далеко не всегда. В бензокосе, да, если она не заводится, значит там что-то беда. А восход... мало бензина. Ага. А, ну не, подожди, это бесполезно. Ты крутил эти винты? Нет, только сейчас покрутил. Это винт воздуха. Вот этот. Его вот так крутить на шару вообще ты все сбил и теперь не знаешь, как вернуть обратно. А какая разница, он уже не работает. Здесь говорю, бесполезно. Все. Не, ну чё, все там, он очень легко настраивается. Ты его откидываешь до упора, потом полоборотика, ты дым-сыдым, Знаешь, потом... сколько я раз так делал, когда вот так вот говорили? И чё? Без толку все это. Ну так это новый карбюратор. Не, может быть, конечно, карбюратор, особенно когда нагреется, его потом колбасит, ну то что он может быть не очень хороший. Карбюратор не сосает, маховик земля бросает. А тут есть какие-то сетки, хренетки? Сетки в ком? Карбюратор, ты его не разбирал ну-ка. Я его не разбирал, я его купил, поставил. Че, зачем был карбюратор разбирать? Я что, совсем? Ну компрессии реально, да, нету? Ну, по сравнению с тем, что раньше, нету. Если не, бы ты не его пойдет. привез бы вот в таком бы состоянии, я как бы не удивился бы. Ну типа старый, все дела. Ага, Но когда он завелся и заводился с ножки с первого раза, ну да, и на видео, когда я заводил. ну да. Вот поэтому сейчас что-то произошло. А что могло произойти? А вот это откуда? Кто? Ну, что-то свежее, потому что... О, это новое, кстати. Вот твои компрессии где находятся. Мы погоняли, и маслица пошло опять из-под башки. Да, это новенькое. Я- Это бензин с нагаром. Я там специально все чистил, чтобы вот увидеть новое масло потом. Давай эти. Пит-стоп подхода. А быстро соберем и поедем. Ядрить, а почему она еще и косая? Она уже сплюснутая. А почему она такая? Вообще в идеале нормальная медная прокладка. Она, видишь, вот тут просто один лист. Да. А та сделана, вот как я тебе там показывал, она такая сплюснутая. Лист вот такой, он закручен вот так и вот так. И когда ты его плющишь, он вот это вот потом все сплюскивается. Я куда сейчас ставлю? Не, я-то ее как поставил, я ее просто сюда положу. Ну ты пис-пис. Я и смотрю, снял, она как-то коц лежит. Думаю, наверное, я и пока снимал, она съехала. Вот, видишь, не встала. Да. Давай что-нибудь тонкое. Блин, а я просто шмякнул наверх, такой бабах. И погнал кайфовать. Сейчас магические компрессии, наверное, появятся. Да. Такая из ниоткуда.
Когда-то в детстве от кого-то что-то я подобное слышал. Я не берусь это утверждать, что оно так и есть на самом деле. Но якобы, чтобы ездить на 92-м бензине, надо поставить, или это на машине, надо поставить вторую прокладку. То есть, если вдруг эта теория верна, кто знает, напишите в комментариях. Вторая прокладка способствует тому, чтобы мотор увеличить камеру сгорания на чуть-чуть с помощью второй прокладки. И будет ли это, ну, то, что он раньше был создан для 76-го или какого-то еще, и что он будет на 92-м ездить лучше. Так, момент истины, будет ли сейчас компрессия? Вернется ли она в этот байк? Вот оно. О! Все, компрессия есть, что ли? Не может такого быть. Так просто было, это неинтересно. Ни хрена, Дизлайк, отписка. наоборот, интересно. Ну, звучок прям другой стал вообще. Что-то куда-то по-моему опять делось. А? Куда-то опять делось. Опять делать? Ну погнали, что. Ну, давай. Непонятно, кому претензии. К свече, к карбюратору китайскому. Или к восходику, который такой... Другими словами, у нас дырка в карбюраторе прямо в поддоне. Из нее сейчас колбасило бензин максимально жестко. Похоже на технологичное отверстие. Ну, какое это технологичное Но отверстие? Так разве должно работать? Это вообще дичь. Как? Кто-нибудь знает? Напишите на такие китайских карбюраторов. Блин, я им... Это поэтому у тебя и в поддоне был бензин? Получается, да. Блин, что за карп? Он стоил 1700 рубасов. Может, так и должно быть? Как? Ну вот как он делает, я не знаю. Да что это за кринж? Причем самое смешное, что у меня этот поддон он пластиковый вообще. Да. Это самое рофельное. Слушай, это технологичное отверстие. Да? Такой писач. Да, смотри, это не просто дыра. Вот здесь какая-то желтенькая штука есть такая. Че, дуть? Все. Прочистили мы, получается, карбюратор. Сейчас мы его закидываем. Все, вот так вот. Заводится и едет. Твои ставки. Заведется? Вообще не веришь? Дурацкий карбюратор. Ладно. Я буду оптимистом. Я ставлю 50%, что заведется. Ты 75 ставишь? Как на восходе на старом карбюраторе был прикольный, именно на самом старом, вот который у тебя там лежит. Две защелки, снял, все. И что, думаешь, плохо, что прям так цепляет мало? Ну, может сосать оттуда. Мне не нравятся они. Шпилька упирается в карбюратор. Шпилька? Вот с твоей стороны, бамс. А, ну тогда, ну проставки же нет, а что ему? А проставку без прокладки невозможно поставить, потому что здесь такие пипки. Значит, она никаким боком ровно не прилипнет. Плюс она сама по себе вот текстолит, ну он кривой. Ну да. Ну, давай с прокладкой поставим. Какой? Это говна. Эх, ядрить, сейчас отец что-нибудь придумает. Это вот эта штука от, короче, для печек. Чтобы Давай, печки утеплять. масло любого, без разницы чего. Это офигеть технологии. Ё-моё. Что думаешь, будет работать? Чего нет, ты главное прижаться. 2% ставишь, что заведется? Серьезно? Всего 2? Да. Так, ну что, момент истины. Давай, восходи. Оп. Ну,
сейчас-то должно. Что, бензин, наверное, не нагреб, да? Ну, наверное, нет, там же Может, надо постучать по нему? Ну, наверное, По надо. колесу постучи. Да и по шине. А, по шине надо? Конечно, она там. Сейчас искра из колеса, она по вилке переходит в... Ну, побежали, что ли? Из толкача-то, как в тот раз, он сейчас должен заколбаситься. Вот говно. Ты чё? Совсем опух. Да мне кажется, даже когда он у него в детстве был, он заводился нормально, не как сейчас. Ну, он упал в лужу. А? Он упал в лужу. Упал. Ну все. Ты подвел меня. Бездельник. Жестокий ужас. Ты нарекаешься с этого дня. Ну а на сегодняшний день все. Встретимся с вами завтра. Подход сегодня не завелся. Ни разу после того, как мы сделали трубы. Вообще ни разу даже не бух-бух не сделал. Итак, стартует новый день оживления. Сегодня я ездил в мотозапчасти на своем велосипеде. По дороге назад проехал 17 километров. И все это ради того, чтобы купить новую свечку NGK, которая вроде как не паль, потому что покупал в мотомагазине, где были нормальные чуваки, которые сказали, что ковровец это кусок говна. И надо покупать себе китайский мопед, а с этим я намучаюсь, и что ж кулачковое зажигание отстой. В целом... Спорить сложно, но он мне очень нравится, этот мотоцикл, на нем охренительно ездить. Ну и второе, что я купил в соседнем городе, съездя туда на электричке в своем велосипеде, это вот такие вот конденсаторы. Напомню, что одна из теорий плохого и нестабильного работы зажигания – это сдохший конденсатор. Вот он. Поэтому сейчас мы поставим вот такой вот пленочный конденсатор с характеристиками 400 вольт и 0,3 микрофарада. А подробнее о моем путешествии на велосипеде в мотомагазин вы можете посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Тут уже все откручено для быстрой установки. Наш конденсатор брал массу с этого черного провода, а второй его конец подключался вот сюда на сигнальный провод. И самый простой способ все это проверить, особо ничего не паять, это взять наш кондерчик, раздвинуть ему вот так вот лапки и вот каким-то вот таким образом прикрепить его. Топовый хайп-конденсатор установлен. Колхоз это или нет, пишите в комментариях. Стоит бронепровод от Альфы, но сейчас я хочу поставить оригинальный провод. И проверяем. И искры я не вижу. Но возможно это из-за того, что светло ее не видать. А на старой бьет, ее видно даже. Ну, давайте просто попробуем поставить свечку и просто попробуем его завести. Нам это ничего не стоит. Но искра есть, это значит, что кондер, который я поставил, работает. А именно вот он. Вот, смотри. Это временно, крепление переделывается, но он работает, если есть искра. Так, значит, все четко. Такое ощущение, что даже пропусков искры не было. Итак, момент истины. А? Кто? Гений? Сюда, сюда. Блин, это вот на этом конденсаторе пленочном, который я сегодня купил. Ё-моё, блин. Правда, при закрытии заслонки он все равно, как и раньше, глохнет, но с новой свечой NGK, которая похожа на оригинал, судя по тому, что он стал заводиться. А теперь можно и бак накинуть. Можно оборотов сейчас ему на холостой поддать, чтобы он по баче бабахал. О! И не глохнет же ведь!
Ой, сейчас задохнемся. Ой, а как его заглушить-то, блин? Мы просто закроем заслонку, точнее отключим обогатитель смеси. Это еще не все, потому что у нас впереди новые проблемы, а именно такие, что он глохнет на холостых, когда опускаешь обогатитель смеси, то есть когда он работает в штатном режиме. Конденсатор не нагревается, масла около головы я не вижу, то есть мы поменяли прокладки, это дало свой результат, и это круто. Осталось еще поставить новые прокладки на карбюратор, который я уже заказал. И он заводится, как раньше, с пары тычков. Охренеть, все дело было Не в бобине. почти в бобине. Сейчас, где это говно старое? Вот оно, вот он. Который с завода, я уверен, здесь стоял. Вот этот кринжовый конденсатор. Который, как мне в сервисе говорили, меняешь вот эти кулачки, вот эти конденсаторы вечно дохнут на этом зажигании. Да блин, его поставить делаю. Угадай, за сколько я конденсатор купил? Вот этот конденсатор в радиомагазине. 55 рублей. 1 или 2? Пусть будет 2. Да, ты угадала? Да почти. 40 рублей. 20 рублей одна штука. Тем временем на Озоне они стоят там по 180 рублей за 1-2 штуки, а я купил за 40. Но самое что, эта проблема проявлялась после того, как проедешь на нем километр. И все тесты надо сделать после того, как я на нем хотя бы доеду до Турничков и обратно. Если такой проблемы не будет, когда он на горячую едет, пинается, то значит ее не будет. Тесты еще не до конца завершены, но мне это очень нравится. И чтобы нам доехать до Турничков и вообще на нем нормально понаваливать, надо сделать много операций. Как минимум это натянуть цепь и смазать ее, потому что она не натягивалась и не смазывалась. Да, вот она висит просто на маятнике. Ну и сделать, конечно же, нормальное крепление конденсатора, куда без этого, а не паленые свечи и конденсатор работают, и это круто. Те бриски с Озона даже ставить не хочется. На Альфу, наверное, тоже поеду в мотозапчасти свечку покупать нормальную. Я на ней даже искры не видел, вживую не видел, но заводится он охренительно просто. Я просто в шоке. Я не думал, что это сработает. Я вообще не думал. А конденсатор я вообще купил по чату GPD. Я сравнил тем, что пишет чат GPD, и посмотрел ролики на ютубе по этим конденсаторам, понял, что он пишет не бурду, и просто купил пленочный конденсатор по его спекам. Вот пруфы в виде скриншота. Пусть приедет, офигеет. А то он всю голову себе сломал уже. Блин, может быть там это... Провода, может, что, на шкатушку надо прозвонить, там посмотреть. Блин, ну как почему он не заводится? Ну как? Компрессия ушла, надо скинуть цилиндр, кольца проверить. А я с самого начала подозревал, что дело в искре. И закидываем наш новый замечательный провод массы на место. Все, вот так вот система выглядит и должна жить очень долго. И если что, можно все это просто спокойно выкрутить и поставить новый точно такой же кондер за 20 рублей, когда этот сдохнет. Итак, добро пожаловать в новый день оживления. Я в старой вонючей футболке со вчерашнего дня, но это не меняет дело. Сегодня у нас задача протестить восход. О нет, там на пульте сидит оса. Короче, долго воды лить не буду. Вот сейчас закручиваем все, собираем и едем. Оказывается, нельзя ездить на поролоновых нулевиках без пропитки. Так как я на нем уже километров 10 проехал, а на восходе за кадром именно столько по поселку я уже и успел проехать. Наша задача его промыть сейчас очень хорошо от пыли и с мылом. Так, я надел такую вот крутую перчатку, которая прям рвется. Короче, сейчас будем использовать вот такую пропитку воздушных фильтров и пропитывать. Он уже высох, поэтому сейчас мы будем аккуратно это делать небольшими слоями. Вот. Прикол в том, что она очень липкая. О, она еще и синенькая. Видно, где нанес. Прикольно, очень удобно. Смысл в том, что липкая пропитка, она как бы не дает
попадать пылью в двигатель. Вот в этом ее самый главный кайф этой пропитки. Можно маслом такую же штуку сообразить на самом деле, но маслом будет не так эффективно просто. Так как я люблю свой восходик, я сделаю все по уму. И самое главное, что я вам напомню, это то, что сейчас мы едем не просто кататься, а мы ищем проблему, точнее тестируем, будет ли она у нас. А напоминаю, сейчас у нас будет еще и гроза до кучи нафиг, и дождь, поэтому нам надо все это успеть жестко сделать. А напоминаю, проблема у нас следующего характера. Проблема заключается в том, что когда мотоцикл прогревается, он вообще никуда не едет. Он едет плохо, он чихает, пымкает. Ну и одну проблему мы уже решили. Он может работать без заслонки, то есть без обогатителя смеси. Фига компрессия. Фига компрессия. Ой. У меня ноги мокрые, немножко соскальзывает с заводки. Опускаю заслонку на карбюраторе, и он продолжает работать. Блин, какой приятный звук прямо, а! Но мотор уже теплый, думаю, можно пробовать ехать. Так. Слушайте, раньше, когда он ехал у нас без заслонки, знаете, что происходило? А происходила следующая картина. Он просто не мог тронуться с места. Блин, как на нем стало теперь как-то более кайфово ехать, что ли. Так, это я сцепление зажал. Ё-моё! Офигеть, он стал жестко. Он стал намного быстрее, это офигеть. О, начал пинаться опять. Но скорость он стал набирать бодрее и ехать стал, ну, прям значительно лучше. Это прям, ну, я могу вам сказать 100% вообще. Значит, задача наша сейчас следующая. Нам надо доехать до, получается, турничков, где я занимаюсь спортом, и вернуться назад, и он должен нормально доехать. Но то, что мы едем без заслонки, это очень круто. И, кстати, вот с этим пультом, хоть он от другого восхода, но стал выглядеть мод намного круче. Как-то более аутентично, что ли, и более стильно. О, давайте здесь попробуем проехать. А я, наверное, здесь не проеду. Наверное, нет. Ну ладно. Да там, ну хотя, ладно. Оп. Так, проходим. О, нормас. Так, ворота, правда, у нас закрылись, к сожалению, но мы сейчас вот через эти выйдем. Так. Все офигенно у нас. Итак, врубил 4-ю передачу. Газуем на 4-й. Идет очень бодро и очень хорошо. Никаких пропусков, никаких протроев. На газ работает тоже очень бодро.
И вот что мне нравится в Восходе, в отличие от Альфы, это то, что у него посадка удобная. Ты сидишь здесь как король. У тебя вот расстояние вытянутой руки руль, мягкая удобная сидушка, ноги широко стоят, бак огромный, ты просто прям, ну, такой уверенный юзер мотоцикла, скажем так. То есть это реально очень клево у него по посадке все сделано. Это мне очень нравится. Единственное, из минусов, вот ручку до упора, ну хотя ладно, на четвертой. Хотел сказать, что когда ручку на четвертой передаче до упора крутишь, он не сразу газует, но он газует нормально на самом деле. Просто на низких оборотах едем, поэтому ему это можно простить. Блин, вот это у него звук, конечно, вообще. О, здорово, пацаны. А? Ё-моё, щас. Чё? Да это Восход. Да, это советский этот пепелац, которому 53 года, я его сделал. Альф пока стоит. Да. Что с квадриком? Квадрика рама треснула, когда я дрифтил на нем. Видео, как вы по льду на нем рассекали. А, круто. Короче, да, у него треснула рама недавно в апреле, и он стоит разобранный. Надо ее сварить. И... Альфа что? А Альфу я пока в процессе делаю. Она работает, ездит, там надо руль поставить, лапку передач подкинуть, все такое сделать. Но она тоже скоро будет ездить. Привет. Серега. Дима, очень приятно. Вот тоже байкер будет. О, тема. У тебя еще какой мотоцикл? Восход. А, Восход еще. Да. Прикольно. Моя мечта была здесь. Вот. Денег не было. Пацаны катались. Тын-тын, прям класс. Заведи. Сейчас заведу. А, сейчас, я же его заглушу. А? Это 2Т? Да, он двухтактный, он дымит вообще жестко. Короче, заобщались с подписчиками, по всей видимости, и это не может не радовать. Я в целом ради этого, честно, и выкатил, получается, мотоцикл в субботу. Вот, чтобы просто покататься. Это прикольно, блин. Потому что вот за что мне нравится Восход и в чем минус конкретно у Альфы, в том, что на Восходе ты привлекаешь внимание вообще всех. В основном даже детей, потому что они смотрят на этот огромный мотоцикл. Привлекаешь внимание взрослых людей, которые мечтали о таком мотоцикле. Или у них был такой в детстве, или похожий был, или кто-то катался. И это переносит людей в воспоминания какие-то просто. Воспоминания, в эмоции, в их молодость. Вот в первом видео про мотоцикл у меня был такой тейк. Первый мотоцикл навсегда в сердце. Вот так вот у меня была мысль моя. И действительно, я это могу судить по себе, потому что когда я первый раз забрал Альфу, я действительно был вообще вне себя от счастья. Я на ней проехался, и это были мной самые яркие испытанные эмоции от катания. И представьте, у людей, которые были, я-то Альфу, считай, 6 лет не видел. А мой батя не видел свой мотоцикл из детства. Сейчас скажу, с 14 лет он на нем катался, на Восходе. 18 лет ушел в армию. До 18 он на нем катался. Потом он купил себе, по-моему, Планету, если не ошибаюсь.
И потом он оставил его в гараже, и «Восход» украли. И он не видел его около 25 лет. И вы представьте, вот тех людей, которые я встречаю, всех это видели, какие у них это вызывает эмоции, какие у них нейронные связи открываются в голове, что прям, ну вот, воспоминания какие, да, то есть, ну, это действительно очень круто. И вот за это мне и нравится ездить на «Восходе», потому что он вызывает эмоции у всех. У кого-то хорошие, у кого-то плохие. Вот когда я заехал в мотозапчасти покупать свечку для него, я сказал, что мне нужна свечка на «Восход». Мне сказали: о, у тебя какой? Я говорю: первый, ковровец. Они такие: это говнище, вот это сраный, какой нахрен, типа, это вообще жесть. Он постоянно... И, короче, начали рассказывать, как у них этот «Восход» никогда не работал, никуда не ездил, и вообще был просто ужас. Вот. 2000 years later. Фух. Вот это вопрос. Заведется ли он на такую прям горячую, потому что проехал я на нем очень много. Батя говорил, если на двигатель плюешь, он слюна кипит. Да, реально. Охренеть. Я все время пугаюсь, и потом вспоминаю про дебильную кнопку. С первого раза нафиг. Твою! А как я сейчас поеду? Слушайте, а он на передаче, походу. Я успел воткнуть. Слава богу, что я успел воткнуть хотя бы первую, а то как бы я домой поехал без лапки переключения на холостых, что ли. Да ну тебя в баню, «Восход» ты, блин! Ё-моё, нахрен! Да как так-то просто, а? Ну будем ехать домой на первый. Это лучше, чем его катить же, правильно, да? Так, не глохнуть. Нам сейчас вообще нельзя, чтобы он заглох.